Африка – родина очень многих животных на нашей планете. И по выводам ученых, включая и нас с вами, в том числе на этом континенте сохранились многие древнейшие виды, которым таки удалось дожить до современности. Это получилось и у нашего сегодняшнего гостя. Встречайте трубкозуба, или африканского трубкозуба, или капского трубкозуба, или земляную свинью, единственного современного представителя отряда трубкозубых. Первоначально трубкозуб из-за своего смешного носа был отнесен к тому же семейству, что и южноамериканские муравьеды. Однако поверхностное сходство с ними оказалось результатом конвергентной эволюции, то есть приспособления для питания термитами и муравьями. А вот эволюционное происхождение земляной африканской свиньи остается для великих умов до сих пор непонятным. С точки зрения систематики дикой природы, трубкозуб – это уникальный биологический феномен. Эволюция любит создавать родственные связи, объединяя животных в огромные семейства. Но в случае с трубкозубом она решила остановиться на одном единственном экземпляре. Этот зверь является единственным выжившим представителем целого отряда трубкозубых. Все его ближайшие родственники вымерли миллионы лет назад. Ближайшая, хотя и очень дальняя родня трубкозуба по древу жизни сегодня – это слоны, доманы, морские коровы. Да, генетически этот поросенок ближе к величественному африканскому слону, чем к кабану. К началу 21 века трубкозубы сохранились только в Африке, где живут к югу от Сахары, за исключением джунглей Центральной Африки. Популяция же в долине Нила и Алжире, к сожалению, вымерла. Аборигены долгое время именовали трубкозуба Абу-де-Лав – отец когтей, из-за его массивных прямых когтей, которыми он отбивается от хищников, и ими же прекрасно роет норы, и его считают одним из лучших землекопов в мире. На самом деле назвать трубкозуба просто крутым землекопом – это значит его оскорбить. Трубкозуб – настоящий бог рытья и подземных тоннелей. За 5 минут он выкапывает яму в 1 квадратный метр, а за 10 минут у него уже готов личный мини-дворец. Основная нора трубкозуба более 10 метров длиной и сложная, с несколькими входами, часто спрятанными в кустах или траве. Вокруг главной норы находятся дополнительные норы, в которых трубкозуб отдыхает или прячется от хищников. Трубкозуб регулярно меняет планировку своего основного жилища, а время от времени также переезжает на новое место, где роет себе новый дворец. А в случае опасности трубкозуб ныряет в одно из своих многочисленных убежищ. Если вариантов нет, он падает на спину и отбивается от хищника всеми 4 мощными лапами и мускулистым хвостом. Кстати, эти норы невероятно важны для всей африканской фауны. Ими пользуются все. А, например, численность бородавочников напрямую зависит от доступности нор трубкозуба. А в периоды лесных пожаров или экстремальной жары заброшенные норы трубкозуба становятся спасительными бункерами для десятков видов животных, спасая их от неминуемой гибели. За это трубкозуб заслуженно носит негласный титул главного эколога африканской фауны. Трубкозуб не любит день и не любит местности, где плохо роется. Ест трубкозуб муравьев, термитов и в редких случаях каких-нибудь других насекомых или плоды растений. На поиски корма этот зверь отправляется только через 2 часа после захода солнца. Свою кормовую территорию он обходит по постоянным вытоптанным им же тропам, посещая термитники и муравейники с интервалом примерно 1 раз в неделю. Движется трубкозуб зигзагами, опустив мордочку к земле и громко принюхиваясь. За ночь трубкозуб проходит большие расстояния, отыскивая дорожки из термитов и муравьев. Найдя гнездо, трубкозуб пробивает когтями брешь в защитной стене и запускает туда свой длинный до 30 сантиметров липкий язык. Хищник не жует добычу. Насекомые отправляются в желудок целиком, где перетираются с помощью сильной мускулатуры и заглоченных случайно песчинок. За одну ночь взрослый трубкозуб способен уничтожить до 50 тысяч насекомых. Кстати, за трубкозубами часто следуют земляные волки, которые поедают термитов из разрытых трубкозубами термитников. Вот такой вот симбиоз. Трубкозуб – животное среднего размера.
внешне напоминающий поросенка с удлиненной мордочкой, заячьими ушами и с сильным мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру. Обонятельный отдел головы у трубкозуба сильно увеличен, а внутри рыльца трубкозуба находится своеобразный лабиринт из 9-10 тонких костей, что не характерно для других млекопитающих. А пятачок трубкозуба – это сверхчувствительный локатор. Он улавливает малейшие колебания и запахи под толщей грунта. Но самое интересное происходит внутри. Когда трубкозуб начинает яростно крушить прочный термитник, в его ноздрях срабатывают специальные кожные клапаны. Они плотно закрывают дыхательные пути, защищая легкие от удушающей пыли и агрессивных насекомых. Длинные уши трубкозуба способны улавливать шорох лапок отдельного муравья на глубине несколько десятков сантиметров, а во время подземных работ они могут складываться вдоль тела, чтобы не мешать движению в узких туннелях. Зрение у трубкозуба слабое, да и развивать его животному незачем. Этот скрытный подземный житель активничает исключительно по ночам, проводя большую часть жизни в кромешной тьме глубоких нор. На поверхности при поиске термитов он полностью полагается на феноменальный слух и чуткое обоняние, заменяющее ему любые глаза. Длина тела взрослого землекопа 160 сантиметров, а весит он до 100 килограммов. Самочки немного мельче самцов, с белым кончиком хвоста. Толстый мускулистый хвост, напоминающий кенгуровый, служит животному надежной опорой. На нем трубкозуб балансирует, когда освобождает передние лапы для нанесения мощных сокрушительных ударов по обожженным солнцем стенам термитников. Кстати, свое русское название трубкозуб получил из-за своеобразного строения коренных зубов. Зубы у трубкозуба очень необычные. Эти зубы похожи по форме на небольшие колышки, лишены корней и эмали и постоянно растут. Каждый зуб состоит из множества трубочек, скрепленных между собой костной тканью, причем каждая такая трубочка имеет свою полость. Трубкозубы предпочитают обособленное, одиночное существование и крепких семейных союзов не образуют. Особого брачного периода у них тоже замечено не было. Беременность трубкозубихи длится около 7 месяцев. Почти всегда рождается один единственный трубкозубик. Длинноносая мама вскармливает его молоком до 4-месячного возраста, но к муравьям приручает уже с рождения. Паспорт трубкозубы получают в 2 года, а живут в природе до 18 лет, в неволе до 25. Трубкозуб до сих пор остается загадочным животным. Во-первых, никому толком не известна его численность, ибо он очень осторожен, а во-вторых, не очень-то понятно его эволюционное происхождение. Трубкозуб – землекоп удивительный. Он не красив и брутален, как леопард, и не быстрый, как антилопа. Он просто делает то, что умеет лучше всего – копать и следить за популяцией термитов. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планеты Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что любите природу вместе с нами. До скорых встреч!